Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем разбираться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр и города Запорожье. В целом это будет Донецко-Приднепровский регион. Традиционно в начале видео поговорим о краткосрочных процессах длиной в 1 месяц, то есть посмотрим, что произошло в январе месяце с недвижимостью в разрезе, естественно, сегментов, это первичный, вторичный рынок, и в разрезе классификации рынка недвижимости. В конце видео рассмотрим, конечно же, уже тенденции. Это долгосрочные процессы длиной в 12 месяцев, которые уже произошли с недвижимостью. То есть такой длинный ретроспективный ряд будет. И, конечно же, подведем итоги. С цифрами я сделаю краткосрочный прогноз о том, что будет с недвижимостью целого региона Донецко-Приднепровского до конца первого квартала 2026 года. Да, и в конце видео посмотрю на время. Если будет время, поговорим о людском капитале. Я уже в 2 или 3 видео выставлял данный материал, достаточно интересный материал по поводу людей, или точнее мужчин, которые погибли на фронте. То есть мы слышали заявление гранта Конституции о том, что погибло за 4 года всего лишь 55 тысяч, но это как бы совсем выглядит как бы ну, и не смешно, и с одной стороны, ну, совсем за придурков нельзя людей держать, то есть это как бы совсем неуважение. Поэтому я решил просто, используя логику, метод статистического анализа, покажу вам подсчеты. Это цифры, в общем-то, всего лишь мое предположение, но информация, которую я использовал, она официальная, вы также можете ее посмотреть. То есть поговорим о людском капитале или о людях, которые остались жить в Украине. Ну и, конечно же, сколько людей уехало, сколько людей погибло на фронте. Итак, друзья, переходим к недвижимости и через призму времени и цифр, как я люблю говорить, попробуем совместно с вами разобраться, а что же все-таки произошло с рынком жилой недвижимости целого Донецко-Приднепровского региона. На данном слайде у вас видите карта Донецко-Приднепровского региона, куда входят 2 крупных областных города-центра. Это город Днепр, бывший Днепропетровск, и город Запорожье. Давайте очень кратко пройдемся по городу Запорожье. Город Днепр я записывал на прошлой неделе. Кто хочет, вверху вот там будет подсказка, вы посмотрите в самом верху экрана и сможете, в общем-то, посмотреть данное видео. Итак, друзья, январь 2026 года, что он нам принес? Ну, по городу давайте все-таки Днепр. Немножко затравки, так сказать, да. Помните крылатую фразу «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Крылатая фраза уважаемого Остапа Ибрагимовича Бендера. Так вот, я не случайно привел эту фразу. Друзья, в городе Днепре за последние 6 месяцев мы наблюдали не обоснованный ничем рост стоимости квадратного метра. А вот сейчас, это первый месяц, январь, мы увидели, что все-таки лед тронулся. И незначительно, но все же увидели снижение стоимости квадратного метра. А вот город Запорожье ведет себя, друзья, совершенно адекватно. То есть рынок недвижимости, мы говорим о нем, ведет себя адекватно. Давайте пройдемся по данным цифрам, которые характеризуют состояние рынка недвижимости города Запорожья. Население 746 тысяч, это довоенное население, друзья. Ну, мне уже писали, и я, в принципе, предполагаю, я думаю, что 1500, наверное, осталось, может, даже 400 в городе Запорожье. То есть мне где-то также люди писали из Запорожья, что людей уехало с начала войны очень много, а с учетом того, что, друзья, ну вот здесь вообще фронт уже там 10, кто 20 километров, говорит, передовые, так сказать, войска Российской Федерации стоят на выстрел из артиллерии, то это, конечно, друзья, совсем все очень печально. Поэтому напишите, я предполагаю, что 1400, может быть, до 500 осталось людей, жителей Запорожья. Количество предложений, которые мы наблюдаем,
Друзья, последние 3 месяца мы наблюдаем тенденцию по всей Украине. Оно снижается. До этого мы видели количество, так сказать, предложений росло. Ну, понятно, что люди хотят продать и уехать, да, у кого есть такая возможность. А вот последние 3 месяца, когда начали выносить всю, так сказать, энергетическую инфраструктуру по всей Украине, соответственно, в розетке нет электричества, нет интернета, совершенно верно, и люди просто перестали, так сказать, иметь возможность выставлять для продажи свою недвижимость. Напомню вам, что я и компания Олимп Консалтинг мониторим рынок недвижимости именно по интернет-порталам, сайтам, которые публикуют объявления для продажи. Именно с этим связано значительное снижение за месяц, минус 3,5% по активности людей, которые выставляли в интернет объявления на продажу недвижимости. Социальное жилье – это стоимостной показатель, друзья. Буду говорить только процентном соотношения. Снижение минус 0,23% за месяц. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс – это также, друзья, вторичный рынок. Снижение минус 0,53%. Переходя к первичному рынку, мы видим, что снижение квартиры эконом-класс показали минус 0,26%, и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также показали снижение минус 0,15%. Друзья, кто-то там мне пишет, в чем вы считаете стоимость квадратного метра. Ну вот посмотрите, здесь же просто все написано. Это стоимость квадратного метра в долларах, друзья. И кто бы, что бы мне не говорил, в Украине вы не найдете ни одного адекватного человека, который бы продал свою недвижимость за гривну. И потом что? Бегал по обменникам и обменивал уже гривну на доллары. Поэтому в договорах купли-продажи пишут в гривне продажу. Оценочная стоимость – это то, что дает фонд госимущества, если вы соглашаетесь с ней. И, естественно, люди друг другу передают или доллары уже, или евро по курсу. Не верьте ни юристам, ну, всяким другим вот этим балаболам. Это абсолютно, ну, как для меня кажется, абсолютно понятная позиция продавца. Получить деньги в долларах или в евро. Итак, ответил на этот вопрос, надеюсь. Но здесь у нас стоимость квадратного метра в долларах. Дальше, друзья, внизу такая табличка Excel. Здесь подводим итоги первого месяца. И давайте очень кратко. Здесь только у нас класс социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости. Город Днепр. $550 за квадратный метр. И показала за месяц снижение минус 0,36%. Незначительно, но это снижение. Впервые за, так сказать, почти 6 месяцев. Город Запорожье, $427 за квадратный метр, снижение также за месяц минус 0,23%. Подводя итоги в целом по региону, видим, что $489 за квадратный метр – это среднее арифметическое число, друзья. Как оно считается, вы уже знаете. И снижение в целом по региону минус 0,31%. Индекс рынка недвижимости данного класса жилья также отрицательный 0,997. Переходим к более подробному разбору, так сказать, рынка недвижимости города Запорожья. В данном случае класс социальное жилье. Перед вами карта города. Период исследования 1 месяц. Что бросается, друзья, в глаза? Наибольше всего подешевела недвижимость. Видим где, друзья? Заводской район. Ну, кто в Запорожье живет, тому не надо объяснять, почему там самое бюджетное жилье. Ну, там реально проблемы и экология, и там очень все это в заводской, ну, как бы среди, жилая застройка среди вот этих заводов, газетов, пароходов, ну, так получилось. Поэтому снижение здесь минус 0,53% за месяц. Меньше всего подешевела недвижимость. Мы видим, друзья, в Вознесенском районе. Подешевела она на 0,22%, да, и в Шевченковском районе также подешевела на 0,22%. А переходим к следующему слайду. Он появился благодаря вам, друзья, ваши вот эти вопросы, я на них отвечаю. Вы мне наичаще всего задавали один вопрос. Что произошло с недвижимостью за период войны?
Я предлагаю вам рассмотреть данный график рисунок. Такой информации, такого контента вы не найдете нигде, друзья. Поверьте мне, я один из немногих, кто, в общем-то, делает подобные обзоры и подобные исследования. Итак, на примере класса «Социальное жилье». Город Запорожье. Война началась, напомню вам, 24 февраля 2022 года. Здесь поквартальные исследования вы видите. $519 за квадратный метр. Это у нас март 2022 года. Ну, поквартально видим снижение стоимости квадратного метра. Естественно, уже январь 2026 год, это $427 за квадратный метр. Посмотрите, друзья, внизу экселевская табличка такая, она посчитала сама. Можете сами посчитать, кто как может. Видим, что 1 января, вернее, точнее, в январе 2026 года $427 стоимость квадратного метра, еще раз повторю, а в марте 2022 года это было $519 за квадратный метр, что показало нам снижение минус 17,73% за, друзья, всю войну. То есть город Запорожье показал наибольшую, насколько я помню, снижение стоимости квадратного метра. Нет, там еще город Сумы, друзья, там тоже по 20%. Но вот город Запорожье тоже, видите, не отстает. Можно округлить до 18%. Дальше, друзья, смотрим, что произошло за один месяц с вторичным рынок, эконом-комфорт, бизнес-класс. Снижение минус 0,53%. Можете посмотреть, что произошло с стоимостью квадратного метра в разрезе административных районов. Также можете посмотреть снижение в процентном соотношении по административным районам. Переходя к другому слайду, друзья, мы здесь будем говорить о первичном рынке квартиры эконом-класс. Снижение минус 0,26% за месяц. Также можете посмотреть, сколько стоит квадратный метр в абсолютных цифрах. В данном случае это в долларах стоимость квадратного метра. И снижение за месяц также в процентном соотношении. Следующий, друзья, слайд – это первичный рынок, комфорт, бизнес-класс квартиры. Ну что, друзья, здесь динамика также отрицательна. За месяц снижение минус 0,15%. Вы можете посмотреть стоимость квадратного метра в абсолютных цифрах, то есть это в долларах, и в процентном соотношении за один месяц. В данном случае снижение. Переходим к следующему слайду. Это традиционный слайд, который я готовлю на протяжении уже многих-многих лет. Сравниваем, что произошло с недвижимостью за год. Это называется тенденции, друзья. Период сравнения январь 2025 год. Видим $443 за квадратный метр. Это класс социальное жилье. Самый большой или крупный класс недвижимости, который эксплуатируется на Украине, который нам достался еще с периода Советского Союза. То есть все жилье, которое было построено до 1991 года, относится к данному классу. Ну что, друзья, видим, что за год снижение минус 3,61%. Незначительно, но именно так ведет себя рынок. Почти 4% снижения в годовом измерении. Друзья, немного саморекламы. Вот здесь видите, есть индекс стоимости жилой недвижимости, он отрицательный. 0,964. Что такое, друзья, индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра или недвижимости во времени. Он считается достаточно просто, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере. $427 делим на 443, получаем снижение минус 3,61% за год, или же отрицательный индекс 0,964. Друзья, на протяжении, еще раз повторюсь, многих лет мы готовим индексы для крупных украинских системных банков национальных, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И вот меня смотрят фокус-группа, это люди как раз, которые работают в финансовых учреждениях, то есть это риск-менеджмент или управление по рискам.
Данная категория специалистов по крупицам собирает вот эту информацию, которую я вам показываю. Они хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости также во времени. Причем всей недвижимости по всей Украине. На примере класса социальное жилье я вам вот это и демонстрирую. Поэтому, друзья, синергия наших знаний. Вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени, поможет и облегчит ваши бизнес-процессы, и также позволит мне заниматься дальше наукой, и компания Limb Consulting развиваться. Для того, чтобы меня найти, в описании YouTube канала вы найдете мой Viber телефончик, можем списаться или созвониться, составим техническое задание, и раз в квартал, обычно мы делаем это раз в квартал, будете получать исследования по всем сегментам рынка недвижимости, под всю ту недвижимость, под которой ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть у вас будет полная картинка, вы будете видеть, или снижается, или растет недвижимость. Почему или снижается, или растет? Потому что в западной части Украины недвижимость растет, в восточной части снижается. Ну, естественно, вы будете знать, индексы видеть, знать, насколько снижается. Это была реклама, друзья. Переходим к следующему слайду. Здесь, друзья, мы уже подводим итоги прошедшего, так сказать, января 2026 года с январем сравниваем 2025 года. Вверху картинка, карта осталась прежняя. Единственное, что поменяли, вот здесь я поменял табличку. Давайте очень быстро пройдемся. Днепр – это класс социальное жилье, напомню. 550 долларов за квадратный метр, январь 2026 год, и показала нам динамику роста на 2,8%, так себе, да. Город Днепр, прифронтовой, но 6 месяцев чуть больше стоимость росла, и в январе месяце, я уже говорил, впервые мы увидели колебательные процессы, то есть отрицательную динамику, мы увидели, что снижается стоимость. Но посмотрим, как дальше будет. Это всего лишь колебательные процессы. Город Запорожье ведет себя более прогнозированно, 427 долларов за квадратный метр и снижение в годовом измерении 3,83%. Значит, среднее арифметическое число по региону 489 долларов за квадратный метр, январь 2026 год, что показало нам в годовом измерении, ну видите, здесь оно скомпенсировалось, всего лишь минус 0,20%. В Запорожье незначительно снижалась стоимость, а в Днепре незначительно росла. Но все равно пока видим отрицательную динамику, индекс отрицательный 0,998. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим, что ну вот я сделал такое небольшое абсолютно, ну, исследованием это, конечно, называть очень сложно, но, по крайней мере, я привожу вам более адекватные цифры, чем гарант Конституции, который нам рассказал, что всего лишь за 4 года войны погибло 55 тысяч, а вслед за ним Федоров, это молодой человек, который без, так сказать, специального образования, не служил в армии, почему-то стал министром, что называется, из садиков сразу же в министры. Но закончится это все плохо. Он на Рамштайне заявил, что за месяц, который был декабрь, по-моему, он говорил, да, или за январь, украинцы убили 30 тысяч российских этих военных. То есть, представляете, да, разница какая. Ну, то есть, на кого это рассчитано, это ну, сложно мне даже предположить, что кто-то может в это поверить. Итак, давайте от чего оттолкнемся. Я даже показываю вам вот ресурс, с которого я взял информацию. Начнем от того, что мы должны узнать, какая линия фронта протяженностью. Это шагами я не мерил. Google Map позволяет нам это сделать. Видите, вот эта линия, я просто поставил рэперные точки от вот этой части Кимбургской косы, да, а точнее там Николаевская область через город Очаков идет, но здесь Кимбургская коса так как это, по сути дела, линия фронта, до города Чернигова, там чуть, получается, западнее, да,
Якобы можно проехать на машине, ну я задал задачу такую, и вот видите, есть эта линия, показывает на машине, это можно проехать за 31 час 2174 километра. То есть берем 2000 километров. Где-то, может, там ошибка попала какая-то. Но опять же, это я не считал шагами. Google Map позволяет это все показать вам. Дальше, друзья, вот этот ресурс вверху, он говорит о следующем. Это какие-то военные специалисты, аналитики, что на сегодняшний день это современная война. В окопе должно на 1 километр быть 100 человек. При этом, при всем, я еще раз повторюсь, это не мои цифры. Ресурс есть. Вот здесь, видите, я желтым пометил. Это не Первая, не Вторая мировая война, это как раз вот сегодняшняя современная война с участием дронов. Кто-то говорит, что на 1 километр всего лишь 4 там, бойца, да. Ну, мне сложно в это поверить, в силу того, что если вот здесь идут активные боевые действия, то тут 4 бойца не удержит фронт. Здесь вот, наверное, да, здесь, возможно, и 4 бойца, и дроны в окопах сидят, условно говоря, да, на этой линии фронта. Ну, вам решать, да, а я вам показал просто как бы алгоритм, от чего я оттолкнулся, от длины фронта и от количества людей, которые присутствуют непосредственно на боевой линии соприкосновения, на передовой. 100 человек, видите, да, умножил на 2000 километров, получилось 200 тысяч человек. Это армия, которая непосредственно воюет. И это очень, друзья, похоже на правду. Почему? Ну, да потому что вы, наверное, слышали, что кто-то говорил 170 тысяч, кто-то говорил 150 тысяч, кто-то больше. Конкретно людей, которые в окопе стреляют. У меня получилось вполне адекватное число 200 тысяч. Дальше, друзья, идем. Следующие подсчеты, ну, вот таковы. Опять же, давайте вам разложу по полочкам. На одного стреляющего, значит, приходится 3 человека, которые обслуживают его, и в том числе те, которые заменяют, потому что стреляющий человек в окопе больше 5 там, или там, может, чуть больше дней, он просто физически не может находиться, то есть происходит ротация, его заменяют. Я взял, видите, от 3 до 5, я взял все-таки 5 человек, и функционал, кстати, вы можете посмотреть, что выполняет этих 5 человек. Это логистика, подвезение боеприпасов, это ремонт техники, медицина, связь и так далее, штабное управление. Значит, умножаем 200 тысяч на 5 человек, получаем 1 миллион человек. Это по всей линии фронта, друзья. Дальше. Есть, ну это, как она называется, глубокий тыл, это не военный, кстати, термин, мне он просто понравился, вот я его так назвал. Опять же, это не мои цифры, вы вот здесь все это видите. На одного стреляющего 7 человек приведено, уже не 5, это по линии фронта, а есть глубокий тыл, где они ну, совсем далеко находятся от, условно говоря, боевой линии соприкосновения. И миллион человек так сказать, мобилизованных на фронте, это ну, маленькое число, потому что я слышал 1,5 миллиона, кто-то говорил там чуть больше, что-то чуть меньше, но миллион это явно мало, поэтому берем, умножаем 200 тысяч, которые стреляют в окопе на 7 человек, включая глубокий тыл, получаем вот это число, которое очень часто звучит с экранов телевизора от специалистов. Я еще раз повторяюсь, я не специалист. Я просто проанализировал цифры, и мне так кажется, что это очень похоже на правду. 1 миллион 400 тысяч – это все, так сказать, включая глубокий тыл, это люди, которые ну, на фронте. Ну, чувствуете, воюют 200, а всего 1 миллион 400. То есть, получается, обслуживает их 1 миллион 200. Теперь следующий подсчет, несложный. 4 года войны, друзья, это 1460 дней. Напоминаю вам, пишу сегодня, наверное, 16 или 15 февраля, а война началась 24 февраля, поэтому я смело беру 4 года войны. 100 километров, вернее, 1000 километров фронта, видите, наиболее активные боевые действия. Я уже упоминал, что, скорее всего, вот здесь это Черниговская область, там Сумская, там тоже боевые действия идут, но они не такие активные. А вот наиболее активные это южная часть, это Донецко-Приднепровский регион, о котором мы сегодня говорили, о недвижимости. И, естественно, что, друзья, Запорожская.
Запорожская область, ну, это тоже южное направление получается. Итак, друзья, я взял всего лишь 100 километров, да, не 100 километров, а 1000 километров фронта. Не все 2000, а всего лишь 100 наиболее активные боевые действия. И предположил, что на 2 километра, а напомню, что на одном километре находится у нас сколько, друзья, 100 бойцов, то на 2 километра 200. Так вот, всего лишь на 2 километра погибает, еще раз, чтобы вы просто услышали, насколько я минимизировал количество, как мне кажется, людей, которые погибают. Всего лишь один солдат на 2 километра. Из 200 человек, которые находятся на 2 километрах, погибает за день всего лишь один солдат. То есть вы понимаете, да? То есть это даже не процент. Итак, очень простой подсчет. Умножаем и получаем, так сказать, на 1000 километров, получаем 500 солдат в день погибает по всей линии фронта, друзья. Или точнее, на этих 1000 километров. Ну, можно смело взять, что на весь фронт. Дальше, друзья, 500 человек в день, еще раз напомню, мы предполагаем, ну, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но мы взяли среднее арифметическое число. Хотя считаем человеческие жизни, судьбы, это, конечно, ну, звучит очень кощунственно, но так или иначе, когда вам говорят, что 55 тысяч всего погибло за 4 года, чтобы вы просто понимали, насколько не бьют цифры. Это как Буратино говорят, одно сольдо плюс одно сольдо получается 5 сольдов. Но вы же не Буратино, поэтому я вам показываю цифры. Итак, умножаем 500 человек в день, погибающих на фронте, на 1460, это 4 года войны или 1460 дней. Получаем, друзья, сколько? Это страшная цифра, друзья. Это не 73 тысячи, это 730 тысяч солдат. Это погибших, друзья, только погибших. Подумайте. Еще раз повторяю, это мое предположение. Также мы знаем, что на одного погибшего приходится от 3 до 5 раненых. Ну, возьмем разные степени тяжести, возьмем 3, потому что цифра получается вообще сумасшедшая. Это 2 миллиона 19 тысяч человек, общее число погибших и раненых людей, которые уже никогда не вернутся в экономику. То есть это мужчины репродуктивного возраста. Ну и в конце мобилизация видим, судя по тому, что нам заявляет министр обороны Федоров, 30 человек надо набрать в месяц, умножаем на 12, 360 тысяч в год призывается. Вот, чтобы закрыть вот такое количество людей убитых и раненых, эта цифра, в общем-то, вполне похожа на правду. Ну, вам, в общем-то, друзья, все равно, как оно называется, я дал информацию, это всего лишь мое мнение, а вам решать, где она правда. Итак, очень быстро последний слайд. Поговорим о людском капитале. Сколько людей проживает в Украине? Привожу сразу информацию, которая с сайта Организации Объединенных Наций. 7 миллионов 678 тысяч людей, которые покинули. Но это было, друзья, ну, 2022 год, видите, да? Всего 7 миллионов 678. А сейчас, я буквально сегодня смотрел информацию, за 2025 год территорию Украины покинуло 970 тысяч, то есть еще 1 миллион, представляете? То есть вот здесь где-то уже, ну, смело можно говорить под 9 миллионов, наверное. Ну, пока берем эти цифры, которые есть. Хотя можем помнить, что только за год 2025 вы можете посмотреть это сами. 970 тысяч украинцев покинуло территорию Украины. Дальше. Видим, что в России 2 миллиона. Уполномоченные лица Российской Федерации говорят, что это 5 миллионов. Слушал Путина, он говорит, что 10 миллионов у них живут украинцев, беженцев в том числе. Поэтому кто считал здесь этих людей, кто считал здесь в Европе. Но, предположим, 5 миллионов Российской Федерации, 7 миллионов 678 тысяч это в, так сказать, европейских странах. Начинаем считать. 7 миллионов 600 плюс 5 миллионов плюс 2 миллиона. Я посчитал здесь и убитыми, и ранеными. Почему? Потому что ну, люди, которые раненые, я понимаю, там разная степень тяжести, но они однозначно уже не будут вовлечены
в процессы по созданию внутреннего валового продукта или добавочной стоимости, да, к внутреннему валовому продукту. Ну, с прискорбием, да, то есть это в лучшем случае будут пенсионеры, которые будут жить на пенсию, у которых, кстати, кто-то должен еще заработать. Итого 14 миллионов 600 тысяч населения, которое мы вот так посчитали экспертным путем. При этом мы посчитали только европейские страны и Российскую Федерацию, а есть еще Латинская Америка, да, есть Америка, то есть ну, много, там, по-моему, 186 или 183 страны всего на Земле. Если ошибся, напишите. Так вот, и люди же везде разбежались, там никто не считал их. Поэтому пока мы исходим из тех цифр, которые у вас на экране. Следующий, внизу экселевские данные, это количество людей, которые на 2022 год находилось на территории Украины, проживало. Официальная статистика 41 миллион 167 тысяч. При этом хочу обратить ваше внимание, как только Украина стала независимой республикой, то есть государством отдельно, была она в составе Союза республика и стала государством, в ней проживало 52 миллиона человек. Так вот, за все время независимости, друзья, благодаря власти, которая так руководила, наруководили, что 10 миллионов человек без войны, друзья, подумайте только, без войны не стало проживать в Украине. По разным причинам, кто-то уехал, кто-то ушел в другой мир. Но, чтобы вы понимали, это всегда я приводил и привожу город Израиль. 1954 год, появилась страна такая, 800 тысяч населяла ее. Сейчас там порядка 10 миллионов. То есть целая страна пропала, если говорить о людях, да, пропала в Украине за вот все это бестолковое правление людей, которые к власти приходят с единственной целью. Дальше, ну возьмем эту цифру, значит 41 миллион 167, отнимаем 14 вот этих миллионов 600, получаем 26 тысяч, 26 миллионов 567 тысячи. Друзья, ну, к этому еще добавим миллион, который я уже говорил. Это люди, которые вот по данным, да, погранслужбы покинули территорию Украины 2025 год. Добавим сюда люди, которые 500, есть такая категория без вести пропавшая, самая страшная судьба, то есть остатков человека не находят. Естественно, государство как бы умывает руки, не выплачивают не семьями, семьи не знают, где человек, живой, не живой. То есть, и исходя из того, что мы не считали, сколько людей уехало вообще по всему земному шару, то я так думаю, что здесь вот округлить до 25 миллионов населения, проживающее на сегодняшний день в Украине, это будет справедливая цифра. Ну, напишите, насколько это похоже на правду или нет. Итак, друзья, заканчиваю, так сказать, о людском капитале. Теперь давайте остановлю показ слайдов и очень кратко. Что же все-таки произошло с недвижимостью? Видите, так долго мы говорили о недвижимости, потом говорили о людях, но связь-то здесь очень плотная. Недвижимость или квартиры тире равно люди, потому что именно люди живут в квартирах, именно люди строят дома и квартиры для того, чтобы в них жить. И вот мы увидели, что в целом по региону там снижение 0,5% за год за счет того, что в Днепре росла стоимость. Я предполагаю, что к концу первого квартала 2026 года мы увидим снижение по проценту. Вот февраль будет процент, март будет процент. То есть где-то снижение 2% в годовом измерении, сравнивая март 2026 года с мартом 2025 года. То есть вот лед тронулся, господа присяжные заседатели. Я в этом практически не сомневаюсь. Ну, могу ошибаться, поживем, увидим, но я вот тенденцию вижу по всей Украине. И помимо Днепра, то есть город Киев, город Харьков стали показывать также отрицательную динамику снижения в январе месяце. Ну, это послужило, наверное, вот эти супер, так сказать, страшные обстрелы энергосистемы, люди сидят в человейниках без света, воды, канализации и так далее. Понятно, что это не придает стоимости недвижимости. То есть вы услышали цифру, до конца первого квартала снижение будет где-то порядка 2%, ну плюс-минус. Дальше что может происходить, друзья? Помните, мы говорили о человеческом капитале. Так вот, подумайте сами, задам вам вопрос, наверное, сумеете на него ответить. Если сокращается депопуляция общества,
То есть меньше становится украинцев. Кстати, деградация тоже происходит. То есть умственные способности, ну, просто зашкаливают, да. Не у всех, конечно, но это печально. Поэтому предположить несложно, что чем меньше людей, тем что меньше надо для проживания их квартир. То есть спрос уменьшается, соответственно, стоимость квадратного метра или в целом стоимость квартиры будет снижаться в дальнейшем. То есть 2026 год покажет нам, в общем-то, динамику снижения стоимости квадратного метра. Но, опять же, время идет быстро. Если я ошибся, я записываю каждый месяц такие видео, извинюсь, скажу, друзья, извините, я был неправ. А пока, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью Украины, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео, пишите вопросы, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. С умными людьми я общаюсь. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.